Всем привет, здравствуйте, меня зовут Руслан, я представляю аккаунт в инстаграме Руслан Юлии нашей Гуппи, а также канал на ютубе Московский Гуппи. И сегодня мы будем представлять вам ролик об Аллофорусе. 2 года назад мы уже делали ролик об этом замечательном червячке, но тогда у нас был не такой большой опыт его разведения, и по прошедшему этого времени мы решили снова к нему обратиться и рассказать о том, какой опыт мы наработали при разведении этого червячка, и, соответственно, поделиться им с вами. Но прежде чем мы начнем рассказ, я хотел бы рассказать тем людям, кто не знает, что это за червячок, или имеет о нем довольно-таки отдаленное представление, что он собой представляет. Пока Юлия нам показывает в микроскоп в личном виде, как он выглядит, даю короткую справку. Аллофорус – это близкий родственник трубочника. Он также относится к классу малощетинковых червей. Учитывая то обстоятельство, что это здорового трубочника сейчас практически не найти, то, заменив его аллофорусом, вы обеспечите своей рыбке качественным, высококалорийным живым кормом. Змейка аллофорус не намного уступает трубочнику по калорийности и питательным свойствам. На этом червячке вы можете выкормить практически любую рыбку, гуппи, меченосца, малинезию, пиццилли, скалярий и так далее. Так как это живой корм выращивается в домашних условиях, то риск внести в свой аквариум какую-либо заразу практически сведен к минимуму. Справочку вы получили, понятие имеете, что такое аллофорус. И начнем мы свой рассказ с помещения, в котором вы будете содержать контейнер с аллофорусом. Это очень важный момент. Первое, на что хочется обратить внимание, это температура, которая должна быть в этом помещении. Температура должна быть не меньше, как я считаю, 22 градусов по Цельсию. Оптимально 24-25 градусов. А аллофорус, кроме того, еще такой момент, не любит сквозняков. Вообще он не выносит, потому что, поддувая, создается температура перепада, и аллофорус уходит внутрь губки. Но в то же время помещение должно быть проветриваемым, потому что после того, как вы поработаете с аллофорусом, поменяете воду и так далее, то в помещении может образоваться такой аромат специфический, который не все воспринимают довольно-таки и считают приятным. Поэтому проветривая форточку в помещении желательно иметь. Кроме того, аллофорус не рекомендуется держать на холодном основании пола. Если у вас кафельный пол, это плитка и так далее, только и нет подогрева, но даже если подогрев, все равно перепад температуры. Поэтому аллофорус лучше держать, как я считаю, на каких-нибудь полочках в уровне 2-го яруса, наверное. Там собирается самый теплый воздух в помещении, и он себя чувствует довольно-таки комфортно. Это все, что я хотел бы сказать о помещении. Друзья, следующий вопрос, который я считаю очень важным, это вода, качество этой воды. От этого тоже очень много зависит при разведении аллофоруса. При подготовке этого ролика я внимательнейшим образом просмотрел многие ролики по аллофорусу на канале YouTube, других авторов, которые специализируются по аквариумистике. Во многом я с ними согласен. Но по воде, которую они применяют, чаще всего применяют, у меня есть вопросы, с которыми я практически тоже имею дело с аллофорусом, не согласен. Часто авторы этих роликов советуют и применять для подмены воды в аллофорусе воду из аквариумов или водопроводную воду обычную. Ни то, ни другое я считаю неприемлемым. Объясню свои точки зрения. Давайте сначала по воде из аквариума. Предположим, у вас в каком-то аквариуме присутствуют болезнетворные бактерии. Да? Вы визуально это не наблюдаете, ваша рыбка, предположим, имеет иммунный ответ на эту бактерию, и она на ней сидит и сидит. Теперь мы берем воду, предположим, из этого аквариума, добавляем в аллофорус. Соответственно, аллофорус воспринимает эту бактерию. Предположим, 2 варианта развития событий. Первый, аллофорус не может с ней справиться и гибнет. Такое возможно, это живой организм. Второй вопрос, он, предположим, держит эту бактерию, но разносит, вы, забирая этот аллофорус для других аквариумов, в своем аквариумном хозяйстве, соответственно, разносите эту бактерию и по другим аквариумам. Соответственно, как в том аквариуме может произойти бактериальная вспышка, да, и вы получите болезнь, с которой вам придется тогда уже бороться. Это именно по аквариумной воде у меня замечание. По водопроводной воде там другая опасность присутствует. Мы не знаем, из каких водоемов эта вода берется, как ее обрабатывают, подготавливают, какие дезинфицирующие средства применяются при обработке. То, соответственно, тоже аллофорус может быть угнетен этой водой,
без специальной обработки я также не рекомендую эту водопроводную воду. Поэтому мой опыт воспроизводства этого червяка показывает, что самая лучшая вода – это вскипяченная, охлажденная и отстойная до комнатной температуры вода. Вот ее мы и применяем. Еще раз, кипяченая, отстойная и доведенная до комнатной температуры вода. Вот это та вода, которую мы применяем в своем хозяйстве. С водой мы разобрались. Теперь следующий вопрос, связанный с водой. Как часто надо менять воду в контейнере с аулофорусом? Раньше я это делал каждый день. Вот. Но потом, также по общению с другими заводчиками, с другими любителями аквариумистики, кто занимается аулофорусом, вот, я воспринял их совет попробовать поменять воду менее часто, например, через один день. Аргументация у них была следующая, что в этой воде, да, которая обитает, губки с аулофорусом плавают, появляется инфузория. То есть я даже знаю любителей, разводчиков аквариумных рыбок, да, которые держат аулофорус, но не как цель аулофорус у них, а именно инфузория. Они именно там добывают инфузорию для поднятия своих мальков, своих рыб. Вот. А вторые любители аквариумистики даже утверждали, что аулофорус в том числе питается этими инфузориями. Ну, насчет этого факта я точно не могу сказать, воспримить, но я решил воспользоваться этим советом и менять воду через один день. И вы знаете, результат оказался положительным. То есть я рекомендую менять воду через один день. Теперь, как доливать воду, до какого уровня? Тоже во многих рекомендациях говорят, чтобы губка на 3-4 мм была выше уровня воды. Вы знаете, мы наливали и так, но пришли к выводу, вот как мы сейчас делаем. Мы берем кувшинчик с водой, начинаем лить воду, и как только губка визуально чуть-чуть приподнялась, все, на этом стоп. Практически это самое оптимальное положение губки и уровня воды, как мы считаем. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать про замену воды. Ну и теперь мы подходим к еще одному важному моменту, это как кормить аулофорус, червячка. Вот, прежде чем расскажу, как мы им кормим, расскажу, чем мы его кормим. Мы в свое время тоже экспериментировали, пробовали, например, морковку, перемолотые хлопья геркулеса, муку конопляную, там, гречневую, спирулину, ну что только, вот что рекомендовали, то, что читали в интернете, то, что смотрели, пробовали. В конце концов, методом, как говорится, различным методом, мы пришли к выводу, что самое оптимальное, с нашей точки зрения, кормом для аулофорус является овсяная мука. Ну вот она таким образом выглядит. Вот, пожалуйста, да. Продается она, как правило, вот в таких килограммовых пачках. Производитель может быть разный, но везде написано либо овсяная мука, либо толокно. Вот. На что обратить хочется внимание? Мука это должна быть воздушная такая. Вот есть мука, иногда продается комковая, такая грубая. А оптимально должна быть белого цвета, пушистая, воздушная. То есть, наверное, зависит от качества помола, скорее всего. Вот такого качества мука самая лучшая. А аулофорус питается ею, как говорится, на ура. Вот это очень важно. То есть качество корма. Больше мы экспериментировать не пробовали, нас устраивает. И также всем рекомендуем. Так, друзья, ну, какой корм мы используем, я уже вам рассказал. А теперь следующий вопрос. Как часто надо кормить и как? Каким способом нужно кормить аулофорус? Раньше я кормил следующим образом. Я брал щепотку овсяной муки и равномерно по всей поверхности губки распределял этот корм. В принципе, он давал неплохие результаты, но был один минус такой, в принципе, жирный минус. Так, при таком способе кормления губки очень быстро закислялись. Вот, соответственно, приходилось их перезапускать. Что это такое, расскажу чуть позже, но просто пока запомните, что это было так, и это, в принципе, меня не устраивало. Поэтому я читал, смотрел, анализировал, как, что люди другие рассказывали. И после этого я пришел, в принципе, к тому методу кормления, который использую сейчас. Это так называемый гнездовый метод кормления. Вот сейчас я покажу и продемонстрирую, как это происходит у нас сейчас. Вот, обратите внимание, это наш контейнер с аулофорусом. Здесь, видите, остатки вчерашнего корма. Это не страшно, совершенно не страшно.
все равно необходимо подкормить. Зачем? Чтобы прикрыть этот корм, чтобы он не окислялся на воздухе и, соответственно, не плесневел. Для этого мы берем совершенно немножечко, вот таким способом прикрываем этот корм и еще чуть-чуть даем корма по периметру. Вот таким образом, видите, да? Этого достаточно. Этого достаточно. То же самое сделаем на второй губке. Видите, он как сразу активизируется, червячок. И также по периметру. Что это нам дает? Это нам дает, что червячок группируется возле источников кормления. Таким образом, как вы видите, губки абсолютно свежие, то есть никаких признаков плесени, склизи и так далее, ничего нет. Поверьте, запах тоже значительно улучшился, не такой активный, резкий. Вот. И собирать очень легче достаточно. Берете по краю, например, собираете этого корма червячка, и его достаточно много. Вот, в принципе, как происходит кормление. Кормлю я каждый день, корм дается каждый день, как я сказал, по чуть-чуть, прикрывая остатки старого корма. Так, друзья, это я вам рассказал, как кормить червячка и как часто это нужно делать. Еще очень важный вопрос. Это как много и как часто можно брать олалофорус для кормления рыбок. Но это вопрос на самом деле индивидуальный. Я просто вам сейчас расскажу пример и факт, который вы должны иметь в виду, когда будете решать эту задачу. Первое. Имейте в виду, что период регенерации колонии олалофоруса составляет, до первоначальной численности, составляет 10 дней. Что это значит? Например, сегодня вы забрали из колонии, где находится 100 червяков, 50 особей. Вот чтобы снова восстановиться до 100 штук, на это потребуется этой колонии 10 дней. Вот исходите из этого, самого главного посыла. То есть, например, опять же, вот сегодня мы взяли из 100 червяков 50, завтра вы уже взяли то же самое количество, да, там из 50 25, но там уже будет 30 штук, да, и уже даже через 10 дней восстановится только лишь, если вы не будете ничего брать, 60 особей. То есть вы понимаете, да, как истощается губка. То есть буквально, если не будете поддерживать вот этого равновесия, скажем так, сколько нарастает олалофоруса и сколько вы забираете, то через определенное достаточно короткое время у вас на губке олалофоруса практически не останется для кормления. Как рассчитать необходимое количество губок, да, контейнеров с олалофорусом для содержания, для кормления своих рыбок? Эта задача носит индивидуальный характер. Здесь необходимо учитывать несколько факторов. Это сколько раз в день вы кормите рыбок, какие корма, кроме олалофоруса, вы используете, сколько у вас губок, контейнеров вы готовы поставить с олалофорусом. То есть это задача чистой воды математики. Только просто запомните одну вещь, один факт. Олалофорус удваивает свою численность в течение 10 дней. Вот, в принципе, все, что хотел я вам рассказать о том, как часто и как много можно брать олалофоруса для кормления своих рыбок. Так, друзья, как кормить червяка и сколько нужно брать его для кормления рыбок, вы уже поняли, наверное. Вот. Дальше я расскажу вам о том, как часто надо перезапускать губки, как это делаем мы. Вот я уже перчаточки одел для этого, потому что я все буду вам показывать, как говорится, натурально, на примере. Вот, то есть, когда необходимо поменять, наступает момент, что необходимо перезапускать губку. Это несколько факторов. Первый момент. Как бы вы ни кормили губку, давайте покажи вот на губку, да, которую я считаю необходимо уже перезапускать. Вот эта губка. Обратите внимание, значит, тут большая губка, но червячка на ней мало. Как бы я его ни кормил, не менял воду, не менял методы и так далее, он не нарастает. Это первый момент, на что обратить внимание, что пора перезапускать. Второй момент, который здесь еще не наступил, но некоторые до этого доходят, когда губка покрывается склизью такой неприятной и очень плохо пахнущей. И третий, самый заключительный момент, это когда олалофорус покидает эту губку, как команда корабля, прохудившегося судна. То есть олалофорус настолько неуютно здесь становится, в его домике, настолько здесь большая концентрация вредных веществ, продуктов распада, что он просто убегает из нее. До этого я никогда не довожу и вам не советую, но вот момент, что перестает восстанавливаться олалофорус, показывает, что ее пора перезапускать. Как я это делаю? Я беру ложечку,
С поверхности губ собираю остатки того, что есть на поверхности, и переношу их в здоровую губку. Вот. После этого я начинаю в этой же воде промывать губку. Вот берете и прям вот начинаете таким образом. Ничего страшного, прям довольно-таки энергично, жестко. Если вы даже сквозь перчатки чувствуете вот эта слизь, которая уже есть на поверхности, она визуально не наблюдается, но она есть. Вот, например, обратная сторона, она такая шершавая, а это гладкая уже. Вот промываете до тех пор, пока, скажем так, эта гладкость, эта склизкость не исчезнет в ощущениях. Вот видите, вода как меняет цвет, то есть она такая становится не очень приятная, цвет мутная. Энергично делайте, не боитесь. Червячок, который находится толще губки, он не пострадает. Будет даже вам со временем благодарен за это. Вот. Вот, выжимаете, тоже довольно-таки энергично. Вот губка. Вот, видите, какой довольно-таки чистая. Вот водичка вот эта, которая образовалась. Да, Руслан, ты скажи, что ты ее в контейнер слил? Да, я ее слил в контейнер. И добавляю теперь чистую воду. Как я сказал, охлажденную до комнатной температуры кипяченую воду. Вот наливаю, чтобы губка чуть-чуть всплыла. Вот я потом долью. Покажи вот это, что ты слил. Слил. Да. Вот, пожалуйста, вот. Угу. Видно, вода. хорошо. Да. Все, потом я долью водички побольше, возьму, долью, чтобы она всплыла. И на этом перезапуск закончен. Чуть-чуть корму подсыпайте, и буквально через неделю на этой губке у вас уже будет видимое осязаемое количество аулофоруса, и можно начать кормление. Ну вот, друзья, в принципе, я вам рассказал уже о том, как ухаживать за губкой. Вот, и дальше мы продолжим свой рассказ. Так, друзья, на что еще хотел бы ваше обратить внимание? Очень важный тоже вопрос. Это ротация губок в контейнерах. То есть, если у вас несколько контейнеров, и в них по две, например, губки находятся, то я рекомендую периодически эти губки менять местами в разных контейнерах. Тем самым мы производим обновление крови. Да, как ни странно это звучит, но аллофорус тоже подвержен вырождению в процессе близкородственных связей. Поэтому делайте ротацию, обновляйте кровь, аллофорус за это вам будет благодарен. Вот. Теперь еще один вопрос про поролоновые губки, собственно говоря. Вот в нашей практике мы применяем вот такой поролон. Это поролон строительный, мебельный, 40 мм толщина губки. Мы считаем, он оптимальный. Есть варианты, когда люди применяют и советуют крупнопористые, мы этого не советуем губки делать, потому что корм не успевает задерживаться на поверхности, проваливается внутрь и там гниет. И мелкопористые тоже губки тоже не подходят. В них аллофорус очень плохо размножается и чувствует себя некомфортно. Вот это коротко о губках. Какие губки необходимы для заселения аллофоруса. Ну, что я еще хочу сказать. Друзья, аллофорус, конечно, червячок очень трудный в разведении, очень капризный. Много факторов, как вы видите, влияет на его благоприятное развитие. Да? Их необходимо учитывать, необходимо опыт определенный в его содержании. Это только со временем приходит. Но результат того стоит. Вот у нас обширная база живых кормов. Да? Это гриндаль, артемия, живая декапсулированная, хорошие сухие корма, качественные очень. Но без аллофоруса мы не представляем, как бы наша рыба жила бы, развивалась. Это такое лакомство, которое рыба всегда с удовольствием ест. Вот. Поэтому мы работаем с ним, он нам нравится, и другого заменителя для него мы просто не видим. Вот. Поэтому старайтесь, может и у вас тоже все получится. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Да, друзья, если ролик понравился, поставьте лайк. Всего доброго, до свидания.